Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно Пантер Клипера. Различные конспирологические видосики вы просили выпускать по различным теориям и прочее. Пообсуждаем этот корабль, узнаем, что вообще как и стоит ли его ждать. И, друзья, он не совсем грузовой, но это я говорю вам заранее. А обо всем подробно в дальнейшем, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Буду зачитывать с телефонки у вас периодически то в этом месте будут появляться различные картиночки. Но давайте немножечко общей информации по поводу данного корабля. Panther Clipper LX – один из самых больших кораблей, которым может владеть частное лицо. Но мы это уже знаем, то, что он будет больше катера. Это также самый большой корабль, который может поместиться во внутренних стыковочных отсеках космической станции. То есть, грубо говоря, занимать им будет до хрена места, учитывая, сколько занимает место катер, свободное местечко там еще имеется. Пилотирование такого корабля требует настоящего мастерства, его грузоподъемность огромна. Хотя, как и большинство транспортных кораблей, он слабо вооружен и плохо бронирован. То есть у нас будет большой тягач. Возить должен больше катера. И больше Тайпа 9. То есть, по идее, свыше 800 тонн у нас он будет возить. Ну, это по идее, это логично, если. Скорее всего, даже больше 1000, потому что смысл его вводить, если Type 9 возит, грубо говоря, в полном фарше, как и катер, в районе 800, и разница в 100-200 тонн, ну, такое себе. А вот 300-400 уже будет интересно. То есть, половина грузоподъемности катера, половина грузоподъемности Type 9. Тогда смысл, конечно же, друзья, в этом будет еще какой. Все торговые ЦСки будут счастливы, как и торговые маршруты. Но это еще не все. Возможно, он реально будет не грузовой, потому что что? Первый раз этот корабль появился в второй части Elite Dangerous. Первая 84-я, вторая 92-й, третья 95-й вроде, и наша сейчас, в которой мы играем, это 4-я. Зачитываю. Впервые появился в игре Frontier Elite 2. Это точно название игры. Это был самый большой корабль в игре, чрезвычайно медленный, не имеющий возможности входа в атмосферу и по описанию способный выкупать целые планеты за счет объема своего грузового отсека. Пока все сходится. Из-за своих огромных размеров он был оснащен оружием класса планетарная бомбардировка. Если такое будет, это будет забавно. И мощными щитами, которые отражали атаки небольших пиратских кораблей. Если хоть что-то рядом будет в плане боевки и живучести, то это будет, как по мне, очень и очень интересно. Теперь давайте разбираться, что у нас там с различными моментами, дата-майнеры и все остальное. Panther Clipper был анонсирован как запланированное содержимое для Elite Dangerous Горизонты 6 лет назад, если что это было, друзья. Но так и не был реализован, несмотря на появление в концепт-арте горизонтов. Упоминания о Panther Clipper находились в файлах данных из игры в течение многих лет. И совсем недавно они были найдены в файлах альфа-версии Одиссеи. То есть что у нас получается? Из горизонтов файл с этим кораблем попал в Одиссею. И это не стали убирать. И еще кое-что. Сейчас увидите. Собственно, тот самый концепт-арт горизонтов, можете сейчас его увидеть. Там находится тот самый Panther Clipper, который садится. Мы увидим 4 двигателя и все прочее. Далее. Есть еще откуда-то ранее модель интерьера данного корабля, где вы можете увидеть его проекцию, где видите обычно проекцию своего корабля. Конечно, нету никакого интерфейса, просто болванка без каких-либо голограмм, или как это правильно называется, но все же это, друзья, есть. Что удивительно. Есть еще видос у зарубежного забугорного блогера Elite Dangerous Ship Size Review, что-то такое. В описании под видео скину ссылочку на данный видос, но все же вот вам скрин, где показан Panther Clipper. Но, правда, есть вопросы относительно его корпуса, потому что такое ощущение, что он просто собран из частей разных кораблей, в частности стервятника, вы это можете заметить. В интернетах вы можете найти гигантское количество различных артов, даже есть гифка, где данный корабль на лендинг-пад приземляется, разворачивается и уходит вниз. Короче, все его вроде как ждут, но если это будет просто очередной грузовик, это будет довольно грустно, но то, что я вам зачитывал касательно планетарной бомбардировки, вот это уже, как по мне, интересно. Есть шанс того, что этот корабль будет введен, потому что что? Потому что его файлы из горизонтов
перешли в альфа-версию Одиссеи, что очень и очень прикольно. И вроде на каком-то стриме на Твиче была моделька данного корабля. Случайно как-то просочилась, на модель другого корабля наложилась, что-то такое вроде было. Или прикол с наложением модели было с Mamba Light. Вот вроде бы да. Если что, поправьте меня в комментарии. Конечно же, друзья, это все теория, не подкрепленная абсолютно ничем, потому что фронтиры у нас что? Фронтиры у нас молчком. Молчком почти всегда. Они сделали дорожную карту обновлений на 2022 год, и как бы новых кораблей там не видится. Хотя что они могут вести, фиг его знает. У нас сейчас вторая торговецкая война. Что у нас будет с супероружием Protoss Wave, тоже непонятно. Что у нас будет с третьей фазой исследования торгоидов, и к чему это нас приведет, тоже не ясно. Может быть, нам нужен будет Panther Clipper, чтобы делать ковровую бомбардировку наземных баз торгоидов, чтобы их сносить. Фиг его, блин, знает. Друзья, пишите свои мысли по этому поводу в комментарии. И как-никак, кораблей новых не вводили давно. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист по элиточке, где уже свыше 760 видосов по данной игре. Со временем, конечно, видосов будет больше. Главное, чтобы фронтиры выпускали контент, потому что как бы многое отснято, но есть и не отснятые моменты. И пишите, что стоит снять по элиточке в комментарии. Плюс, будут ссылочки на плейлисты по данной игре в размере аж 20-25 штук, я не помню, на различные темы, обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И новый плейлист по лору и сюжету в Elite Dangerous. Плюс, конечно же, будут ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Discord-сервер, Телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Буду счастлив, если вы подпишетесь. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи. И пишите, как вам такой формат видео в плане говорящей головы.